Вот здесь проблема вот в этой сволочи. Она вообще невменяемая, ребят. Что это? А я сейчас покажу, ребят. Рассказывайте, ребят, что случилось с этой машиной? Ничего, не хочет. Ничего? Ничего Я тут не- какой-то слышал стук такой, что у меня слезы наворачивались. Там клевала, по-моему, хочет нет. ехать. Заводите что-то. Это ваша стучала или та? Я уже не знаю какая. Ну так та механика, ребята, бьет так, что жуть. Почему механика? Ну не знаю, сейчас послушаю, мне ГРМ кажется. на месте. Так а при чем здесь? Есть еще шатунный вкладыш. Видите, да, на троих. Смотрите, прикол. Давайте. Ну, понятно, нет, не работает. Компрессор есть. Ставьте на место, ребята. Так, трамблер у нас регулируется. Трамблер у нас регулируется, да? Метки проверили, все Фу-фу-фу-фу-фу. Жестоко, конечно, жестоко хлопки. Очень. Ребус так. Ну, два варианта. И компрессия, если есть, говорите, да? Да. Компрессия есть. Во всем. Значит, тогда идет разговор о очень раннем зажигании. И второе, о очень бедной смеси. Вот такое может быть, понимаете? Ну да, я так и читал. Молодцом, все правильно. Давайте, ребята, заезжайте. Ребята, двигатель что-нибудь делали? Нет. Вы не делали? У нас делали, говорят. Делали. Делали ГРМ, меняли, но метки посмотрели, вроде все на месте. Друзья, вы на канале Владимир Шнурев, дневник автодиагноста. Вот сами слышали, как приехал больной, надо сделать анализ, почему так происходит. Давайте начнем с проверки датчиком давления. Сейчас все станет ясно. Ребятки, вывернул первую свечу, ребят, состояние, ну, сами понимаете, как она будет работать на такой свече. Не получается. Да, заводить будет надо, ребята. Так, разрядник ставим. Разрядник ставим. Так, ставим синхронизацию на первый цилиндр. Это у нас будет точка отсчета, датчик синхронизирующий. Так. И подсоединяемся к датчику давления, ребята. Вот так, малышка. Все, готово. Калибруем, ребята, датчик. Калибровали. Включаем, активируем его, делаем его активным. И просьба наших клиентов завести машину. Стартер, пожалуйста, по команде. Да, стартер. Заводим. Стоять, ребята. Ну что, мужики? Зажигание стоит правильно, ребят. Ну смотри сюда, мужики. Вот стоит зажигание. Верхняя точка. Верхняя мертвая точка, представляете, да? Зажигание стоит правильно, ребят. Начало искры, вот это вот верхняя мертвая точка. Смотрим в градусах, ребят. 8 градусов, то есть в идеале, бляха-муха. Классно, мужики, классно. Зажигание идеально, да? Здорово. Искра хорошая. Сейчас проверим, конечно, искру. Хлопки такие, да, Провода, жуткие. конечно, жигулевский поставил, но сегодня новый. Какая разница, ребят? Чё? Я тоже так думаю. Мотор как восьмерочный. Вот у меня, ребята, проблема, ребята, у меня с распредвалом. Вот это беда, мужики. Проблема, видите, нет у меня картинки. Сюда идите, я вам покажу, друзья. Ну, вообще, давайте еще заведем, еще поконкретнее, что было. Пускай она маленько поработает. Давайте. Еще раз включаем. Заводим, пожалуйста. Жуть, ребята. Жуть, ребята. Жуть. Бу!
вы выключили, да? Ну ладно. Ну что сказать, ребята, просто кошмар, ребята. То есть у меня нет осциллограммы, друзья. И проблема это не в электричестве, не в бензине, мои дорогие. Проблема, мои хорошие, сейчас я вам покажу, где проблема. Вот здесь проблема вот в этой сволочи. Она вообще невменяемая, ребят. Что это? А я сейчас покажу, ребят. Это проблемы с распредвалом, друзья. Ну что с ним может быть? Что, кулачок какой-нибудь съеденный, понимаете, в чем дело? То есть клапана регулируют? Кулачок съеденный. Кулачок съеденный. То есть получается, вот смотрите, вот видите, какая картина жуткая. То есть никаких шевелений, сейчас мы в другой цилиндр перейдем, никаких шевелений нет. А вот теперь смотрите, какая должна быть норма. Ну вот датчик давления берем, датчик давления, вот, ну Corolla норма. Ну посмотрите, ребят, вы понимаете, да? Вот верхняя точка, вот идет поршень низ, вот он выдыхает выхлопные газы. Поняли меня, да? Вот идет всос, ребят, вот идет сжатие. Ну там нету искры, но вы понимаете, что вот идет проблема, вот всос, сжатие, то есть, а у вас сжатие есть, а остального ничего нет. То есть поршень работает, клапана как бы закрыта намертво. Решение проблемы — вскрывать головку и смотреть. Ну я регулирую, так там скорее всего что-то съедено, ребят. Там какой-то из кулачков съеденный. Поняли меня, да? Распредвал съеденный. Если менять надо, ну скорее всего, да. Либо клапана. А что клапана? Клапан помятый был, у меня компрессии не было. У меня компрессия, мать ее. Ребят, мы же думаем, я-то думаю по-другому. У меня 4,54, у меня шикарная компрессия. В этом цилиндре у меня шикарная компрессия 4. Ну, видите, сколько неисправностей. Тем и интересна моя работа, ребята. Видите, ну нету ничего. То есть компрессия есть, то есть поршень туда-сюда сам себя качает, а впуска-выпуска вот этих шевелений-то нету газов. Скрываем головку. Сейчас все станет ясно. Ремень, все цело, все на месте, все нормально. Так. Я пока на ту сторону переходил, железную свечу. Свечу. Ой, нет, вы уж сам заворачивать свечи эти. Ребята, с руками. Ну вот, снимай шланг сначала. Зачем ты снимаешь? Легкий, да? Так, давай. Тогда. А то потом. Раз потом. Ну вот и вся история. Почему нету всоса? Почему нету? Сейчас. Ха. Ну вот и все. По меткам просто. А при чем здесь по меткам? Зазор охрененный, он не открывает, ребят. Ну, мальчишки, ну вот и все. Два варианта. Я же не думал, что такая глупость. Я думал, кулачок съеденный, понял, да? Он круглый распредвал, и он не нажимает. Ну, конечно, понимаешь, что тут непонятно-то, ребят. Вот и, пожалуйста, мужики. Порядок просто, что надо выставить. Какой класс он получается. А что по очереди тут вставлять? Тут все просто. Опустил рычаги, опустил вниз и все тут. Так, она с коробкой? Механка. Механка, ну вставляет 4-ю скорость. Есть, да? Что, назад поедем? Так тут, слушай, ну не все тут это самое, видишь, которые только попадаются, вон. Они. Ребята, вот и проблема. Видите, как сожрало распредвал? Вон какая кайма там, понимаете, да? Вот так. Впускной рычажочек съеденный намертво, ребят. Так что болтается он не по зазору. И выпускной тоже съеден. Где? Ну вот это вообще. Это же выпуск. Выпуск, вон он съеден. Выпуск-то вот он. Правильно? Выпуск, Выпуск это. А, выпуск, извиняюсь. О, молодчина, да, выпуск съеденный. Да. Впускных 2 клапана целые, а выпуск съеденный, ребят. Напрочь, ребят. Просто жуть, друзья. Так что дело, кажется, не в регулировке, ребят, а... Это странно, на выпуск 1, а на впуск 2. Как нормально, это правильно все. А, 12? Да, ребята, все правильно сделано, все классно. Вот, мальчишки, надо собирать, я имею в виду, искать распредвал вам, мои хорошие. Да? 2?
Вот такой датчик-помощник у меня, Саша, да? Скажите, ребят, праздник, сразу увидеть все можно было, не разбирая. То вас-то еще хорошо раз снял. А кто-то ездил, да, до последнего. Ну, у меня такие случаи не раз были, говорит. Мотор застучал, я говорю, надо было глушить. Ну, мне надо же было Надо доехать. доехать, да. Ага, ага. А сюда притаскивают на веревке уже все, мертвый труп просто, просто труп. Дай-ка я. Наживил? Так бы, конечно, можно было бы. Ласточку спокойно. Это, ребята, просто быстрое наживление, чтобы не двигаться ключом. Ребят, я чуть-чуть, поверьте. То есть я не зверствую. Двумя руками, потому что мне просто пустоту не хочется прогонять долго. То есть в связи с тем, что первый цилиндр не работает, сняли с него компрессию, чтобы он там не сжимал. Но они говорят, ребята, отключаем, только отключаем, даже не снимая, не выворачивая свечу, она уже легче, ей легче, она не лучше, ей просто легче, ребят. Давайте сейчас ее мотанем, чтобы ее в дороге никуда не сбросило. Классно, да, Саша? Ну давайте. Вот таким вот образом. Давай, заведи, послушаем. Уже того выстрела нету, понимаете? Да, проблема вся, ребята, вот в этом, в первом цилиндре. Давай. Сосик добавил. Ну, молодец, правильно, что было. Да, вот поэтому свечи черные, поняли, ребят, и ничего не сделать, к сожалению. Ладно. Ну, вообще. Друзья, подписывайтесь, оставляйте комментарии. С вами был ваш автодоктор Владимир Шинарев. Здоровья вам и вашим машинам.